В этом году 6 сентября наш город Гродно празднует очередной день города. И стало уже хорошей традицией к этому дню дарить городу подарки. Новые объекты, скульптуры, какие-то малые архитектурные формы, благоустраивать места отдыха и открывать новые места для жителей и гостей нашего древнего и прекрасного Гродно. И в этом видео я планирую показать вам, что нового появится в городе, чтобы вы смогли прийти и посмотреть это сами, кто это придумал, кто создал, ну и как всегда, для туристов, которые планируют к нам приехать, много красивых видов. И как всегда, обо всем по порядку. Многие гродненцы уже заметили у подножия замковой горы новую кованую скульптуру – загадочную даму с фонарем, которая освещает путь и как бы приглашает прогуляться по лестнице любви к водам Старого Немана. Да, лестница на набережную имеет название и называется «Лестница любви». В одном из своих видео я рассказывала, почему. Так вот, эту замечательную скульптуру ко дню города подарило горожанам Гродненское республиканское предприятие «Фармация», которое владеет сетью аптек в нашем городе. Я связалась с их отделом маркетинга и информации, и мне рассказали, что такая замечательная идея пришла в рамках проекта «Аллея фонарей», которая, возможно, еще появится здесь в будущем. И идею с кованой дамой с фонарем в руках помог осуществить наш гродненский кузнец Николай Соколик. Дама не маленькая, 2,30 ростом и весом около 180 килограмм. Почему дама и почему на ленте написано «С заботой о вашем здоровье»? Все очень просто. Тут при утверждении образа у коллектива формации даже не возникло сомнений. Дело в том, что коллектив предприятия в основном женский и несет, помимо всего прочего, функции социальной направленности и ориентированности на здоровье. Поэтому тут лаконично и доступно эту мысль выразили в образе дамы с фонариком. У скульптуры нет официального названия, поэтому предлагаю, пишите свои идеи в комментариях. Обязательно обсудим. Мне нравится думать, что это доброе привидение старого замка. Без намеков, по-доброму и очень символично. Замок есть? Да. Вот пусть у него будет такое красивое привидение, которое освещает путь. Часто туристы, приезжая в наш город на поезде, не всегда могут сразу сориентироваться, где находятся основные достопримечательности и в какую сторону необходимо отправиться, чтобы дойти до пункта назначения. Для того, чтобы упростить им задачу, около железнодорожного вокзала были установлены новые указатели. На них есть информация о главных достопримечательностях, адреса, расстояния и картинка для легкой навигации. Все на русском и белорусском языках. Ярко, лаконично, доступно. В едином, уже так узнаваемом гродненском стиле в синих цветах. Они заметны издалека и сразу привлекают внимание. Это просто замечательно, что у города появляется свой стиль. Синие таблички с указателями нередко можно увидеть уже в нашем городе. Стиль узнаваем, и это просто отличная идея, что у города он появляется. Надеемся, что со временем обновятся таблички с названием улиц, и единый стиль появится и у пунктов остановки общественного транспорта. И думаю, что именно так и будет. Новая световая инсталляция появилась также и у памятника воинам-освободителям танка Т-34, расположенного на краю Советской площади. Установлен он в память о воинах 2 и 3 Белорусского фронтов, участвовавших в освобождении города Гродно 16 июля 1944 года. И в вечернее время на нем появляется световая подсветка ко дню города, что, безусловно, создает свое настроение. На фоне ярко освещенного здания драматического театра еще одного бренда нашего города в виде перевернутой короны, которая так любят печатать на сувенирах из Гродно и уже ставшего узнаваемым образом города. Танк с подсветкой в виде герба города смотрится очень эффектно. Следующий новый объект и подарок городу – это новая уютная площадка для уличных музыкантов и слушателей, которую установили справа на входе на площадь Советскую с пешеходной улицы Советской. Зона для выступления оформлена в виде круга, виниловой пластинки. На ней надпись «Гродно – город вдохновения». Вечером включается теплая подсветка, создающая атмосферу уюта и праздника, а напротив, на обратной стороне, разместили удобные лавочки, чтобы гости могли насладиться музыкой и отдыхом с комфортом. Идея дизайна этого нового музыкального уголка принадлежит молодому архитектору Денису Ивашевичу.
из Управления архитектуры, строительства и градостроительства горисполкома. Замечательно, когда идеи молодежи воплощают в жизнь, и очень надеюсь, что нас ждет еще много новых и современных арт-объектов в городе. Следующий новый арт-объект наконец-то появился в сквере напротив микрорайона Новый Свет, возле здания Ленинской администрации. Она представляет из себя живую ландшафтную композицию, клумбу с фигурами семейства оленей, дань символу, который издавна украшает герб Гродно. Для оформления пространства специалисты использовали около 30 видов растений, декоративно-лиственные деревья, кустарники и многолетники, подобранные так, чтобы радовать горожан круглый год. И, наконец-то, этот сквер тоже взялись благоустраивать. Много лет он стоял на этом месте просто зеленым пятном. И непонятно было, почему это пространство не использовалось. Ведь здесь тоже можно было разместить и кафе, и лавочки, и беседки, и сделать небольшим сквером, парком для отдыха горожан. Но, кажется, начало положено. Напишите в комментариях свои предложения, что еще можно добавить, чтобы сделать эту территорию более уютной и привлекательной для посещения. Следующий новый объект – это световое панно, которое встречает автомобилистов на мостике с улицы Горновых на улице Дарвина. На улице Дарвина ко дню города собираются открыть сквер с новой скульптурой, которая называется «Встреча», и это я тоже покажу в видео. А сейчас немного информации о светодиодном панно. Размеры его впечатляют, конструкция 2 на 12 метров, и надписи выполнены в легко узнаваемых цветах города с графическим рисунком основных туристических достопримечательностей. По-моему, отличная идея. Опять же, его можно использовать как информационное табло и надписи менять в зависимости от проводимых в городе культурных мероприятий. У нас в Гродно раз в 2 года проводят фестиваль национальных культур, мероприятия различной тематической направленности, и все это может найти отражение на информационном светодиодном стенде. Ну и, наконец, самый большой подарок ко дню города – это новый сквер по улице Дарвина. Снять видео я приехала с самого утра, но забыла, что с утра в сентябре у нас в Гродно туманы над рекой, и вид был вот такой, почти как в Англии. Поэтому дубль 2. Долгое время эта территория была никак не благоустроена, и горожане часто приходили сюда с пледами, расположившись на склоне горы, чтобы видеть красивую панораму старого города и встречать рассветы и закаты. И вот теперь здесь появилась новая площадка, где каждый сможет найти для себя что-то интересное. Кому-то понравятся подвесные качели, кому-то скульптура под названием «Встреча», кто-то будет приходить сюда с детьми на новую игровую площадку, а кто-то по-прежнему встречать рассветы и закаты за чашечкой кофе. И слова тут, наверное, излишни. Это тот случай, когда лучше просто посмотреть.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал о Гродно, его истории, архитектуре и путешествиях. А я обещаю снимать для вас новые и интересные видео. Ну и, конечно же, с Днем города, любимый Гродно! А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!